Спасибо. Что там, расскажи, что там у вас? Ну, в общем, у меня родители живут в деревне за городом, на окраине. Поначалу мальчишки, потом взрослые на заброшенной свиноферме начали видеть то ли обезьяну или снежного человека. Заброшенная свиноферма, получается, на окраине стоит? Да, на самой окраине деревни стоит. Вот. И у родителей, и у соседей, ну, кто близко с окраиной живет, начали пропадать курицы, кролики. Так, а скажи, вот замечают снежного человека либо какую-то обезьяну, да? Да. И пропадают куры и кролики. Это связаны между собой события? Да, связаны. У меня отец ночью вышел в огород, смотрит на забор, а там это сидит. Он на него посмотрел, и оно с забора спрыгнуло. Спрыгнула внутрь? Не, за ограду, за ограду спрыгнуло. Ага. Отец смотрит, и оно куда-то в сторону этой свинофермы побежало. Отец разглядел его? Ну, темно было. Угу. Говорит, в волосах весь огромный такой. То есть прям похож на обезьяну? Да. А вот люди, которые... Он же отец не один его видел, получается, да? А те люди другие, может, кто-то сфотографировал? Нет, да, свиноферма на окраине стоит заброшенная, там света нету, все заросло. Да и появляется он, выходит чаще всего ночью. Днем его никто не видел. Да и ходит там по окраине деревни, в деревню не заходит. А ты сама не видела его? Я нет, я же тут в городе учусь. А это началось вот в сентябре. Ну, слушай, а ты можешь мне дать контакты родителей, чтобы я с ними связался, приехал, на месте там все посмотрел? Да, конечно. Ага, ладно, спасибо. Значит, зашел к людям, постучался, дома никого не оказалось. Вот, куда-то они уехали. Я пришел на ферму. Ферма здесь рядом, стоит бетонный забор. Я прошел, никаких здесь ворот нет, то есть можно свободно проходить. Так, ферма, вот она. Выглядит пустой, то есть ни огней, ничего нет, но она здесь уже заброшенная, советская какая-то ферма, то ли свиноферма, то ли, может, коровник здесь был. Вот, значит, сейчас зайду внутрь, посмотрю, что там внутри, насколько все интересно, плачевно или еще там что-то может быть, и уже там по ситуации буду действовать. Ну, здесь близко деревня, ездят еще машины, деревня не спит, какой-то трактор гудит, собаки лают вот в близлежащем дворе. Вот, значит, я захожу внутрь. Так, ну, большое здание я вижу. Здесь у нас, так, аккуратненько идем. Ой-ой-ой. Какие-то звуки, что-то постукивает. Но вполне возможно просто естественно технические звуки. Так, ладно. Маленько прогуляюсь сейчас. Посмотрю. Спокойное место. Ничем не пахнет таким, как вот на фермах там бывает, навозом, например. Вот, потолок есть, стены бетонные. Так, это что такое? Какая-то штука висит. Так, не напороться бы, то повесишься
случайно комната. Посмотрим, что тут. Так, стекло. Тут реклама, не будем говорить, что это. Это 17 мгновений весны. Так, ё-моё. Короче, вижу здесь пребывание квестовиков. Это ребята, которые устраивают игры. Какие-то местные, видать, играли. Так, а тут что у нас? Закончился один. И начинается другой. Вот он. Ладно. Пойдем внутрь смотреть, что там интересного есть. Так, ну тут поинтереснее. Тут крыша обваленная. Вот. Может быть, ее разбирали. Видно, что шифер нет, что-то шуршит. Так, ну, периодически раздаются какие-то звуки. Но здесь опасно ходить, сейчас еще ветер дует. Здесь бы какой-нибудь шифер на голову не упал. А так запросто лист сдует и все, резануло напополам. Короче, опасно ходить. Хотел следующее сказать. Вот, если они видели обезьяну, да, и говорят, что это вот там снежный человек. Но вот небольшая там загвоздка. Ну а что снежному человеку курей красть? Курицы пропадают. Он такими делами вот не был замечен нехорошими. Поэтому, не знаю, здесь что-то дело в другом, мне кажется. Ну посмотрим, если это какой-то снежный человек, или обезьяна вдруг в Сибири завелась, или может быть с Африки какая-то обезьяна прибежала, да, случайно тут что-то светится, стекло какое-нибудь, то, ну, будет интересно обезьяну увидеть, подружиться с ней. Да, когда-то здесь жизнь кипела, люди в 6 утра вставали. Да, сейчас нет никого. Только ветер шумит. Ладно, я думаю, надо поставить камеры, включить, пусть постоят, попишут. Но, на мой взгляд, здесь ничего интересного нет. Все банально, тихо, спокойно. Кто там летает? Ой-ой-ой, воробей полетел. Вот пока что это единственный житель вот этого заброшенной фермы. Это не поросенок, не корова. Это какой-то воробушек. Ну, может быть, какая-то другая птица. Нет, наверное, не воробей. Какая-то полевая, может быть. Так, ну вот он, конец. Здесь ферма заканчивается. Вот. Не понял. Как будто движение. Может, собака пробежала. Так, ладно. Чего, пойду, возьму камеры, поставлю в обоих зданиях. Так, вот, поставил камеру. Хорошо. Это первый свинарник. Сейчас пойду во второй и поставлю еще одну. Так, вот ферма, тишина, спокойствие, ветер только дует, холодно. Так, вон свет, это камера моя пишет. А что замигало? Что замигало, не понял. Тихо, тихо, тихо. Так, иду туда, иду. Что случилось? Камера валяется. Происходит. Тихо. Так, потихоньку идем. Что, камера не могла сама упасть? Штатив-то крепкий. Так, что тут?
тишина. А что с камерой-то? Штатив стоит. Ветром не могло. А так-то тяжелая. Сейчас я тут включу. Так, ну что ж, короче, какой-то человек прибежал и уронил камеру. Но это не была обезьяна, не снежный человек, но это был обычный человек. Он, конечно, какой-то меховой весь, но видно было, что у него штаны. Вот, ну, весьма, очень странно себя вел, как-то немножко неадекватно, я бы даже сказал. Так, ладно, сейчас я эту камеру включу. Так, я сейчас запись включу. И пойду, у меня во втором свинарнике еще одна камера стоит. Пойду-ка я сейчас посмотрю, что там это там творится. Может быть, этот некто туда приходил. Надо поосторожнее быть. Так, ладно. Значит, иду в этот свинарник. Так, что там? Свет горит. Камера стоит, значит. Ага. Что там у нас? Сейчас, а что? Так, камера стоит. Как-то вверх светит. Так, сейчас я подойду. Сейчас. У нас ё-моё. А чё камера-то вверх завернута? Так, ну короче, этот человек завернул камеру вверх. Тут первую он уронил, а эту просто вверх завернул. Может быть, я его спугнул, когда сюда заходил. Он услышал, что я иду. Я думаю, может, тоже хотел уронить, не знаю. Но нет, просто стоит вверх. Может, знак какой-то там показывает свою силу какую-то. Так, ладно, ну значит, здесь точно кто-то есть. И вот вопрос, разумный ли он, этот человек, или он неразумный, не знаю. Ну, сейчас попробуем один метод определенный. Короче, я положу еду. Попробую посмотреть, может быть, все-таки подойдет, увидит еду, почувствует, что намерения мои дружелюбные, пойдет на контакт. Вот, а может не пойдет. Ну, ладно, попытка не пытка. Ладно, я сейчас отойду маленько подальше и буду наблюдать здесь. Немножко встану. Наблюдаю. Короче, свет надо выключить. Срочно. Тихо. Долазит.
выходи, выходи, не бойся, не бойся. Выходи, не бойся. Все, тихо, тихо, мирно, мирно, мирно. Выходи. Ты кто? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, 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 друг. Ты что? Ты кто? Ты кто? Дружище, помощь нужна тебе? Понимаешь меня? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Давайте еды дам, еды. Будешь еду? Давайте еды дам. Сейчас я. Подожди секундочку. Тихо. Все, сейчас еды тебе дам, подожди. Смотри, еда, все, тихо. Спокойно. Семен, помощь нужна. Говори. Я тут на заброшенной ферме столкнулся с человеком. В общем, он на меня напал. Он неадекватный, какой-то дикий или сумасшедший. А где он сейчас? Да он здесь, я его связал. Ну жди, сейчас машину с бойцами отправлю, они его заберут. Адрес какой? Деревня улица дом 2. Через дорогу идет забор, и там въезд, ну, ферма заброшенная, то есть не промахнуться. Понял. А сам как? Да нормально так, обухом топора с кольцом по голове зацепил. Ну жди, сейчас ребята приедут. Хорошо, понял, спасибо. Так, ну что ж, история с этим человеком, который напал на меня на заброшенной свиноферме, завершилась. Им оказался житель этой деревни, мужчина, у него психическое отклонение. Он жил со своей бабушкой, но то ли она его выгнала, то ли он сам ушел. В общем, он сделал себе шалаш там в лесочке неподалеку и в нем жил. Так как ему хотелось кушать, то он лазил по домам ночью и воровал куриц, кроликов. Вот, его замечали, видели, он был одет в тулуп, обросший, небритый, и, соответственно, в темноте очень легко спутать его с волосатой обезьяной. Значит, лицо его не показываю, потому что сейчас ведутся следственные мероприятия. Оказывается, в этой деревне
была пропажа нескольких людей, и сейчас проверяется причастность этого человека к пропавшим людям.